Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на YouTube-канале Тортила. Сегодня у нас очень сложная тема – лепка мужского и женского лица. Я вчера выставила в Instagram пост о том, как я пришла к этому пути, как я пришла к лепке. У меня нет художественного образования. И 10 лет назад я не подозревала, что у меня будет талант лепить. То есть люди часто говорят, что для этого нужен талант и для этого нужно художественное образование. Образование, несомненно, нужно, и мне не хватает иногда того, что у меня нет базовых знаний, что я не училась в художественной школе, университете. Вот сейчас моя дочь учится в университете, и сразу чувствуется разница, как она рисовала до университета и как она рисует сейчас. Конечно, необходимо учиться, но хочется учиться в любом возрасте, а у нас уже дети, дела, заботы, и, естественно, в университет мы с вами не поступим. Поэтому нужно учиться самим. Надо быть упертыми, упрямыми, идти вперед, и все тогда получится. Добрый вечер всем, кто уже подключился. Я еще немножко поболтаю, чтобы побольше людей присоединились. Поэтому я предлагаю вам не останавливаться, учиться лепить. Сегодня будет сложно, многим из вас будет сложно. Нужно ли всем делать реалистичные фигуры людей и реалистично исполнять головы? Наверное, не всем это нужно. Некоторые могут сделать попроще. Начинающие, и я сегодня покажу, как это изготовить можно, начинающие могут сделать лицо по типу фарфоровой фигурки, то есть сделать только намек на брови, носик и на этом завершить. И сделать завтрашний вебинар наш молодоженов сделать в стиле фарфор, да, в бледных таких тонах, и у нас получится фарфоровая статуэтка. Можно выбирать какие-то такие работы и такие фигурки, где не обязательно должна быть четкое мужское, женское реалистичное лицо. Ну, к примеру, у нас будет вебинар с вами 24-25 апреля. Это тоже будет свадебная фигурка, называется «Моя принцесса», но человечки там мультяшные, и лица будут делаться гораздо легче, и глазки там будут закрытые, и пропорции немножко другие у лица, и будет немного проще все это изготовить. Если вы все-таки намерены научиться, то вам предстоит нелегкий путь. И для этого нужно читать, думать. Я подготовила вам целую папку с материалами по пропорциям женского и мужского лица, по пропорциям фигуры мужской и женской. Очень много картинок, которые я нашла просто в интернете. И, конечно, соответственно, я не имею права их продавать, я вам их отдаю. В описании под этим видео найдите ссылку на эту папку. Там будут все картинки, которые я сегодня буду вам показывать. Пользуйтесь, смотрите, изучайте. И я думаю, что вы научитесь вместе со мной лепить головы. Сегодня мы с вами сделаем головы, которые завтра и послезавтра пойдут на наши фигурки молодоженов. Вебинар молодожена стоит 1000 рублей, потому что фигурки, соответственно, 2. Мы постараемся сделать эту композицию за 2 дня. Если нам не хватит 2 дней, тогда еще в понедельник немножко захватим времени. 16 апреля будет эфир для начинающих. Если вы только начинаете лепить, можете не пытаться сегодня делать реалистичное мужское и женское лицо, вам будет трудно. Начните с эльфа. Эльф 16 апреля в 19 часов стоит он 250 рублей. Вначале надо было еще сказать, что весь апрель я предоставляю скидки на новые прямые эфиры 10%. При покупке всех прямых эфиров апреля 20%. Также у нас будет реалистичная Мэри Поппинс, где можно сделать не обязательно реалистичное женское лицо, можно кукольное, можно немножко крупнее глазки. Мэри Поппинс персонаж такой, можно сказать, ну, можно, конечно, взять его из фильма, а можно взять и придуманный какой-то персонаж, как некая куколка. Можно сделать лицо немного не таким, как должно быть обычное женское реалистичное лицо. И хочу еще раз напомнить вам,
что в апреле, для того, чтобы вы не скучали на карантине, я сделала очень большие скидки на все прошедшие вебинары. Их у меня больше 30. Список я вам вышлю. Пишите мне по адресу tortilla@mail.ru. Адрес где-то должен быть указан. Да, вот там вот указан он написан на экране. Пишите мне по этому адресу, я вам вышлю весь список вебинаров. Сейчас скидка на каждый из прошедших прошлогодних вебинаров, скидка 20%. Кстати, там есть мужская и женская фигура. Прям такой вебинар отдельно по мужчине, отдельно по женщине. Тоже очень как раз в тему. Если вы покупаете 3 вебинара, то скидка будет 30%, при покупке 5 – 40%, при покупке более 8 вебинаров скидка 50%. А есть некоторые вебинары, которые 100 рублей стоят. Поэтому набирайте 8 штук и будете просто пополам всю сумму делить. Это только в апреле, друзья мои, чтобы вы не скучали на карантине. Ну и еще расскажу вам еще раз, кто слышал, тот послушает, кто не слышал, тот узнает, что с 25 по 31 мая пройдет большая онлайн-конференция. 16 спикеров, 7 дней будут рассказывать вам все о том, что может быть связано с тортом. Вы будете делать и десерты для всей семьи, ПП-десерты, вы будете делать бисквиты, крема, вы будете делать торты, собирать их, украшать их вафельными, сахарными, живыми цветами, барельефную технику вам покажут, также вам расскажут про темперирование шоколада, про изготовление различного декора из шоколада. И помимо всего вот этого, что связано с тортом, будет теоретический такой большой блок о том, как начать бизнес с нуля, как начать вообще продавать торты, как переступить вот этот порог страха, как научиться поставить стоимость, как посчитать себестоимость и так далее. Вот эти все расчеты вам все это дело расскажут. Замечательные люди, у которых большой опыт и у которых уже кондитерский бизнес вовсю процветает. Также вам расскажут о секретах фотосъемки и о том, как правильно вести Инстаграм. А это очень важно в нынешних реалиях, потому что Инстаграм сейчас самая живая, активная сеть, и надо вести правильно свой аккаунт, чтобы он развивался, чтобы он набирал обороты, и чтобы вы получали рекламу и получали новые заказы. Ссылка на онлайн-конференцию также в описании. Вы зайдите туда, посмотрите, почитайте и, пожалуйста, добро пожаловать. Я надеюсь, что вам конференция поможет начать делать торты на заказ. Вот это такой небольшой теоретический блок. И сейчас мы с вами будем лепить. Все рассказала, про вебинар рассказала. Всем добрый вечер. Данный вебинар будет доступен в записи вам навсегда, не волнуйтесь, после того, как он закончится, будет небольшой промежуток, когда видео будет обрабатываться, а потом вы сможете смотреть его с самого начала и каждый раз можете возвращаться к нему, останавливать, перематывать, на паузу ставить и так далее, и будете усовершенствовать свое лицо. Также хотела еще сказать, что консультацию сюда говорить? Так вот, я хотела сказать, что консультацию по головам получат только те, кто приобретает мои вебинары. То есть вы можете мне прислать свои работы и получить консультацию от меня бесплатно. Тот, кто покупает вебинар «Молодожены», вебинар «Мэри Поппинс», могут присылать мне головы, и я буду подсказывать, и мы будем с вами вместе корректировать. Вот, еще я в Инстаграм писала в сторис, но не написала в посте о том, что за самую аккуратную и близкую работу, не за самую быструю. Раньше я всегда дарила подарок тому, кто первым пришлет свою работу. Но первые работы стали очень неаккуратными, это тоже неправильно. Я хочу, чтобы вы делали качественно, красиво, и поэтому приз вебинар «Молодожены», либо кто уже купил «Молодожены», получит другой вебинар. Но главное, чтобы ваши головы были как можно ближе к настоящим, реалистичным, чтобы все правила, которые сегодня я говорю, были выполнены, и головы были аккуратные. Я выберу призера до 16 часов завтрашнего дня. У вас есть чуть меньше суток, чтобы сделать голову жениха. Потому что начнем мы завтра с вами с жениха.
Все, теоретический блок закончен, начнем с вами лепить. Итак, по поводу инструментов. Все мастера работают разными инструментами. Кому-то удобно работать силиконовыми палочками, кому-то удобно работать вот такими маленькими шариками. Тоже бывает очень удобно ими работать. Но, наверное, каждый мастер с чего начал, то в принципе, тем в принципе и работает, и тем ему работать удобнее. Я работаю обычным вот таким китайским инструментом Дрезден. Я им одним леплю лицо. Но это не значит, что и вы должны, как я. Если вам удобно этими инструментами, удобно силиконовыми инструментами, ради бога, цель должна быть одна. Средств много, а цель одна – сделать лицо человеческое, чтобы оно отличалось по половому признаку. Потому что очень часто бывает так, я подхожу к ученику, говорю, кого мы сегодня лепим, кого мы лепим. Мне говорят, кто получится. Мы с вами сразу должны думать, кто у нас получится. Мы думаем и лепим. Наша рука должна подчиняться нашей мысли прежде всего. Это важно, да? Вы должны заставлять свою руку не просто двигаться, но двигаться обдуманно, думать, какие движения вы совершаете. Так вот, у меня прям вот море распечаток, которые я вам сказала, да? Распечатайте их, изучайте, держите прямо перед глазами у себя. Очень хорошая книга, которую я часто рекомендую, она, правда, для лепки кукол из полимерной глины, но мне очень нравится, как там рассказано и показано о пропорциях, и вот эта картинка, например, различия между мужским и женским профилем, она очень наглядная. Это страничка из книги Надежды Генсицкой «Основы скульптурной лепки». Вы можете эту книгу найти, приобрести, скачать даже, мне кажется, ее можно. И вот эту вот картиночку иметь перед глазами, когда вы лепите мужское и женское лицо. Вот эта картинка тоже очень наглядная. Мы сейчас на деле с вами будем это все исполнять. У мужчины все, можно верхнюю камеру уже. У мужчины все более такое угловатое, да, имеет углы. У женщины все более округленькое, да, везде все кругленькое, бровки, к носику переход, у мужчины к носу переход квадратный, скулы квадратные, все вот здесь вот квадратный, подбородок квадратный. Ну, это самые такие явные признаки, да. Конечно, бывают расхождения, бывают мужчины чуть-чуть похожи на женщину или наоборот, там нос у женщины похож немножко на мужской, но в основной своей массе, вот, в основной своей массе именно вот так. Вот смотрите, вот эта картинка потрясающая. У женщины лоб выпуклый, от бровей изгиб к носу очень плавный, все линии очень плавные. У мужчины, где лоб перед бровями, смотрите, углубление. Потом брови находятся на довольно хорошо выступающем бугорочке. Очень резко уходит угол к носу. Видите, все прям под 90 градусов чуть ли. Тут плавно, а здесь вот такой вот уголочек. Нос у мужчин часто прямой, и вот эта пипочка носика висит вниз. Я, кстати, вот и биологию тоже не очень-то учила, там анатомию, да, и поэтому называю это пипочка. Вот. Ну, я буду как это, своими словами все называть. Комментарии вам мешают? А сейчас, по-моему, на экране нет комментариев. Так, дальше у женщины часто вот здесь закругление под носиком, у мужчины часто прямая вот губа. У женщины более пухленькие губки, у мужчины, соответственно, более тонкие. И подбородок у мужчины большой квадратный, у женщины поменьше и закругленный. Вот эти различия между женскими и мужскими профилями мы сейчас с вами будем делать на деле. Я очень рада, что я даю вам уверенность в себе. Надеюсь, и сегодня у нас с вами все получится. Смотрите, здесь же есть прекрасные картинки по поводу исполнения носа. И вот здесь, кстати, умными словами написано: носовая кость, хрящ, жироволокнистая ткань, ноздря. Ну, будем сейчас с вами лепить. И варианты, соответственно, носиков, да, какие они могут быть. Так, дальше это касается уже пропорций тела.
А, нет, тут у меня есть еще по губам. По губам можно тоже. И вот эти две картинки неплохие. Вот эту картинку хотела вам показать. Все, собственно говоря, скульпторы начинают вообще с того, что лепят череп. Лепят череп, потом лепят мышцы и потом только сверху кожу. То есть, чтобы было понятно вообще, где какие выпуклости и углубления должны быть, вы должны понимать строение черепа. Очень часто при лепке вот здесь нет вот этого места, да? Вот это место часто у студентов плоское, а должно быть выпуклое. Почему? Потому что вот эта косточка торчит. Вот здесь как раз не должно быть выпуклостей, да? А мы стараемся сделать щечку, и вот здесь делаем вот выпуклость. Значит, тогда получается толстенький человек. У худого человека здесь челюсть, здесь не может быть ничего. Зубы, я всегда говорю, они же расположены по дуге, грубо говоря, да, они расположены по челюсти, и, соответственно, нужен объем в этом месте. Ну, это мы сейчас с вами будем лепить. Вот эту картинку тоже все время разглядывайте. И на висках, смотрите, вот здесь на висках должно быть придавлено. Почему? Потому что вот здесь вот кость сдавлена, здесь у нас висок находится, тоже вот эти вот все моменты должны вы знать и видеть перед собой. Множество интересных вот таких картинок я вам собрала. Все это я нашла просто в интернете. И они очень хорошо нам все будут показывать сегодня. Так, варианты губ. Так, и еще хотела по профилю. По профилю. Ну, мы сейчас тогда с вами начнем лепить и по профилю еще раз потом поговорим. По поводу ступенечек у меня здесь была еще распечатка. Ладно, начнем лепить, потом найду, что я имела в виду. А вот это вот хорошо лицо. Вот здесь нет вот этой линии, которую я хочу показать вам. Но я вам, ладно, ее так начерчу сама. Так, линейка, карандашик. Вот смотрите, очень важно, сейчас мы начнем с вами лепить. Я заставляю лепить на палочке, да, на палочке, на любом инструменте абсолютно. Для чего? Для того, чтобы вы всегда голову поворачивали, чтобы вы, нельзя вам пока начинающим класть голову вот так на стол. Тот, кто уже работал, тот может положить, а вам пока нельзя. Вы должны постоянно смотреть в профиль, вы должны крутить ее вот так со всех сторон, чтобы ваш профиль был правильным. А что значит правильный профиль? Вот здесь, например, да, ну это понятно, что носик выпирает, а вот эта вот линия, она часто тоже не соблюдается, даже чаще, чем когда-либо. Вот здесь часто делают губки и подбородок на прямой, параллельно носику, да, и получается вот здесь плоское лицо. Либо наоборот делают губы вот на этой прямой, да, то есть не достают они, не выпирают они слишком вдавленные, плоские. Вот здесь, ну, есть такое сравнение, здесь как будто бы ступеньки должны быть у вас. Если перевернуть эту картинку, да, то здесь получается ступеньки. Раз на одну губу, на вторую губу и на нос. Здесь должна быть вот под таким вот углом профиль. Ваши губки, носик и подбородок должны касаться вот этой линии, под углом расположенной. Вот это тоже важно для профиля. Ну, в общем, это, конечно, сложненько, но сейчас начнем с вами с этим разбираться. Так, все, там вопросов пока нет, да? Смотрите, я сейчас буду делать специально голову крупную, для того, чтобы вам было лучше видно. Вы должны мне для вебинара сделать небольшую голову. Ну, понятно почему, да? Потому что если мы потом тело строим и все измеряем в головах, если вы сделаете большую 4-сантиметровую голову, то ваш мужчина, имеющий 8 голов в туловище, 4 × 8 будет ростом 32 сантиметра. А женщина тоже, соответственно, да?
То есть максимум, что вы можете себе позволить, это 3,5 сантиметра. Как голову измерить? Берете голову, куда я уже делала линейку, я ее чертила, ставите вот так 2 пальца, и вот это расстояние между 2 пальцами меряем. Не прикладываем к голове, а просто вот так приставили линейку. Вот 3,5 сантиметра моей головы. И вам нужно будет к завтрашнему вебинару сделать мужскую голову 3,5 сантиметра. Ну и, соответственно, женская тоже 3,5 или даже чуточку поменьше. И она будет тогда пониже ростом. Ну, мои, по-моему, одинаковые, ребята. Я этих товарищей делаю на заказ и прямо в прямом эфире и сделаю их. Вот так вот. Я вам сделаю голову большую, сантиметров 5, чтобы вам было хорошо видно. И я еще думала о том, что, наверное, я буду делать параллельно, да, чтобы вы... правда, параллельно не очень она может застывать. У меня так температура тут хорошо понизилась дома. Смотрите, я работаю с мастикой Model Past. Сейчас у меня довольно прохладно в помещении, и она прям-таки нормально затвердела. И я ее даже немножко подогреваю сейчас в руках. Но на самом деле ее не нужно слишком долго мять. Вот вы ее взяли в руки, нашли, чуть-чуть размяли, естественно, если она слишком твердая, вот как у меня. И смотрите, я ее заворачиваю как пирожок внутрь. Девчонки все время смеются, как это у тебя как пирожок. И формирую ровную поверхность, где у меня нет никаких изъянов, у меня нет мастики разного цвета, нет таких волн, да, от мастики. И начинаю сразу формировать голову и поставлю ее на палочку. На палочку, чтобы мне... Для чего, собственно говоря? Но у меня сейчас голова-то большая, у вас-то маленькие будут. На палочку для того, чтобы я за нее держалась. Я ставлю палец указательный в затылок. Кстати, сейчас я его сформирую сначала. В затылок ставлю палец и вот так 2 пальчика держу вот здесь. Чтобы у вас вот так между пальцами ветер гулял и мастика не текла. Ни в коем случае не держитесь за голову. Ни в коем случае не держитесь вот так. У вас все будет деформироваться, голова будет течь. Будет неудобно работать и ничего не будет получаться. Когда вы взяли кусок мастики, вы формируете не просто чупа-чупс. Вы сразу должны формировать подобие черепа. Вы должны делать голову. Пускай сзади будут какие-то изъяны, это не страшно, это потом закроется волосами. Главное, чтобы сбоку и впереди изъянов не было. Сразу отчертите четкий подбородок, чтобы у вас был четкий переход на шею, вот здесь обязательно. Потому что тоже одна из ошибок моих студентов, когда делают здесь очень плавный переход между подбородком и шеей. И что в результате получается? Вы просто не видите, где заканчивается ваша голова. Вы не видите ее размер и, соответственно, начинаете ошибаться. Подтяните сразу сзади череп, да, вот. У нас вот здесь, получается, должен быть шарик. И отсюда у нас вот пристыковывается шея прям в основание черепа. И вот здесь уже начинается скуловая косточка. Смотрите сбоку всегда на свою работу. Всегда смотрите в профиль. Вот здесь, смотрите, у меня небольшая выпуклость. Небольшая. Для того, чтобы я смогла вытянуть из этого места носик. Вам сейчас показывают, как переключиться на качество HD. Вдруг кто-то подзабыл, нажимаем на шестереночку, вылетает 1080. Пожалуйста, переключайтесь, смотрите в хорошем качестве, чтобы вам все было хорошо видно. И с этой стороны тоже я сразу же отмечаю, куда у меня пошла челюстная косточка. Вот сюда она у меня заходит до половины. И вот она, шея, идет к черепу. То есть я уже себе намечаю и уже вижу, что у меня вот здесь сбоку обязательно должна быть челюсть.
Следите за вот этим и старайтесь не травмировать свою голову. Сделайте в вашем помещении прохладно, чтобы не текла мастика, чтобы было легко и хорошо с ней работать. Дальше измеряем голову, ставим 2 пальчика, измеряем. Моя голова 4,5 сантиметра. 4,5 сантиметра я делю пополам. Это 2,2 примерно там, да? 2,2. Вот я отмечаю, где у меня 2,2. Вот примерно вот в этом месте. В этом месте у меня будут расположены глаза. В этом месте я продавливаю пальчиком. Кто-то пользуется инструментом типа, ну просто вот такой вот штучкой, да, вот так вот можно выглаживать. Это уже как вам удобно, да. Я как бы привыкла лепить пальцами, поэтому я прижимаю просто мизинчиком. И сначала вот решила я делать мужчину. Поэтому сразу я определяюсь, у него глубоко посаженные глазки. Я поглубже, чем для женщины, немножечко углубляю глаза. У него сразу же, да, прямой угол, где у нас профиль. Всякую ерунду с заднего плана убрать. Да, вот здесь у него сразу угол пошел, где переносится на нос. И теперь уже буду инструментом широкой лапкой подтягиваю себе к носику мастику, только широкой лапочкой, чтобы мне было из чего формировать носик. А где должен, собственно говоря, закончиться носик? Теперь, когда я вижу, где у меня брови, вот это расстояние от брови до подбородка я делю пополам. От брови до подбородка у меня получилось 2,6. 2,6 я снова делю пополам. Получается 1,3. Вот 1,3. Здесь у меня будет заканчиваться носик. Повыше чуть-чуть. 1,3. Если вы только начинающий человек, не выпускайте из рук линейку. Понятен этот момент, почему я сейчас все это дело делила, да? Или нет? Еще раз покажу вам на какой-нибудь красивой, понятной картинке. На вот этом мужчинке. Смотрите. Сначала мы продавливаем с вами пополам. Посередине у нас находятся глаза. Когда вы продавили пополам, вы получили брови. А вот это расстояние от брови до кончика носа равно расстоянию от кончика носа до подбородка. И лоб до роста волос тоже такое же расстояние имеет. Поэтому я, соответственно, сделала эти вычисления. Да? Понятно? Все понятно, хорошо. Теперь я подпихиваю широкой лапочкой. Могу пальчиками вот так помогать. К центру подпихиваю мастику для формирования носа. Мне даже прохладно так. Может уже там закрыть чудо-кондиционер. Чуть поменьше, да, сделай. А то у меня не получится лепить в такой холоде. В таком вот, знаете, температура, она должна быть комфортная, да, она должна быть примерно 23 вот примерно градуса, чтобы и мастика не текла. Но, собственно говоря, ею можно было руководить. А если так сильно... Смотрите, переносицу я только широкой лапочкой. Вот как раз вот этой частью я вот так вот
помогаю изготовить, чтобы вот тут были плавные переходы. У мужчин, как правило, узкая переносица наверху. И затем нос расширяется. И ширина носа внизу, соответственно, у всех мужчин разная. Смотрю, проверяю себя в профиль, да, пипочку носика мне надо подтянуть. Вот она, пипочка носика. Ну, простите, я словами буду простыми говорить. Пипочка, ну как там она называется по-научному. Вот я вытянула, собственно говоря. Я проверяю в профиль свою голову и смотрю, да, достаточно ли в профиль я вытянула свой нос. Так, сейчас покажу профиль, да, вот так. Вот здесь у меня хорошее углубление, резкое, да, прям под практически прямой угол. Затем нос идет прямой, прямой нос. И сейчас начну формировать ноздри. То есть у меня глубоко, хорошо идет в глубину глазки. Вот все как бы на месте. И теперь формирую ноздри. Для этого уже узкую часть беру инструмента своего. Забираюсь сюда, в одну ноздрю, в другую ноздрю. Что важно сейчас, придавить и опустить ноздри. Вот два движения широкой лапкой. Раз, вот здесь. Раз, вот здесь. Чтобы пипочка носика была выше, чем ваши ноздри. Ваши ноздри должны быть присоединены к лицу. Они не должны быть на одном уровне с самой выпирающей частью носа. А это частая ошибка. Придавили ноздри, чтобы они у вас спускались вниз. Выделили пипочку носика. Каким образом? Широкую лапку ставим вот здесь. Раз, два. Вот она у вас кругленькая. Вот эта вот часть свисающая, нос свисает. Ноздря у мужчины, как правило, приподнята. И я ее слегка приподнимаю выше, чем край носа. Вот здесь по контуру ее отделяю и прижимаю. И, естественно, две ноздри с двух сторон одинаково. Здесь тоже я ее вот таким движением подпихиваю и приподнимаю. И надо сделать ноздри одинаковыми. Сложнее ли делать голову, там вы, может, думаете, что голову крупную делать проще. Я скажу нет, наоборот, сложнее. На крупной голове у вас все должно быть более точно и четко отработано. Там все нюансы должны, там они видны, да, потому что голова крупная. И тут нужно гораздо больше уделить внимание отработке мелочей и деталей, потому что голова такой крупности, что эти детали видны. И, соответственно, я теперь вот вылизываю этот нос, потому что голова у меня слишком большая. И все какие-то нюансы, которые я вижу, мне теперь нужно сделать качественно. На маленькой голове, возможно, я бы не выделывала так досконально, а вот с большой буду возиться. Вот эти две ноздри, они у меня в данный момент пока не одинаковые. И пипочка носика слегка сдвинулась. Вот так. Пипочка.
Так, вопросы. Принимаем всех, заходите. Кто опоздал, посмотрите потом сначала просто эфир. Вот, что я вам еще хотела сказать. Когда я занимаюсь портретной лепкой, я делаю поэтапные фотографии. Голова уже сильно застыла, ее даже корректировать сложно. Я делаю поэтапные фотографии. Вы можете эти фотографии тоже делать. Даже если вы не делаете портрет, возьмите просто какого-либо мужчину и попытайтесь сделать близкую фигурку по этой фотографии. Для этого в телефон поставьте программу. Она называется английскими буквами, не знаю, сейчас я поярче экран врублю. Вот эта программа Layout, как-то Layout, да? Layout по-английски называется, да? Вот я нажимаю эту программу, выбираю, собственно говоря, мужчину, которого я повторяю, и фотографирую голову, которую я делаю. И вот так совмещая две головы, в принципе, можно было бы ее сфоткать. Сфоткаю, да? Сейчас. Угу. Я фотографирую голову в таком же. Ага, тут камера еще. Ну, главное смысл, чтобы был понятен. Фотографирую голову. Перехожу в эту программу. Она еще взяла и перевернулась, зараза. Это у меня тоже бывает с камерой. Сейчас я еще раз ее сниму. Отлично. Вот, перехожу в эту программу, нахожу мужчину какого-нибудь, перехожу вот в такой вот режим и увеличиваю головы, соответственно, и совмещаю по размеру. Совмещаю и смотрю, что я сделала неверно. Вот у меня нос, собственно говоря, один в один, как у этого парня. Вот. Так вы можете избежать ошибок, да? Вот у меня брови на месте, но смотрите, что я вижу, да? Я вижу вот этот выпирающий горб. Вот это, да? Тут лицо намного уже с этой стороны. Значит, здесь вот это я должна загладить, убрать. Сделать более узкую должна челюсть вот здесь снизу. То есть я смотрю, сопоставляю и корректирую относительно этой фотографии. Это очень облегчает труд портретиста. На самом деле сложно, пока ты еще начинающий, только учишься сделать портрет. И вот эта программа мне во многом помогает сделать лица, похожие на то, что мне заказывают. Если у вас головешечка застывает, вы ее подержите пальчиками. Итак, я вот здесь прям вот увидела ошибку, хочу это сразу исправить, да? Вот где виски, здесь я лишнее назад убираю. Собственно говоря, можно, раз уж взялась за виски, и вот эти вот доли, про которые, где мой череп, я вам показывала. Череп. Угу. Когда куча картинок, попробуй теперь найди. Надо что-нибудь одно показывать. Но, знаете, вот сколько я перерыла в интернете различных картинок, я не могу на одной какой-то остановиться, потому что на всех важная и нужная информация. Да, вот он череп. Вот он череп, да, смотрите, вот они виски. И вот здесь я точно так же, глядя на того товарища, вот тут вот прижимаю, да, над бровью. Вот эти вот места над бровью, они будут зауженные. Вот, замечательно. Дальше мы с вами сейчас как раз будем переходить к губам, да. И смотрите, вот они, вот здесь скулы, вот здесь у нас зубы. И здесь нужно тоже сделать худенькое лицо. Выглаживаем туда, назад лишнюю мастику.
убираем. Вот они, скулы появляются, вот эти вот места выпуклые. А здесь вот идет кость. Здесь челюсти, зубки, а тут пошла кость, и она вот туда вот уходит. Вот сейчас лицо выглядит объемным, когда вы правильно нажимаете углубление. Углубление там, где у вас зубы, и там, где у вас височки. Все, лицо стало объемным. Очень часто после того, как я ковыряюсь с носом, либо мои студенты ковыряются с носом, вот здесь мастики потом не хватает на губы. Это не страшно, это можно добавить, тем более, когда я работаю с мастикой Model Past. Потому что эта мастика хорошо разглаживает швы. И если у вас вдруг тоже вот такая прям яма вот здесь под носиком, значит тоже разминаем мастику, либо берем мастику такого же цвета, не потекшую, да, можете там сзади где-то взять. Главное, чтобы она у вас по цвету не отличалась, когда вы будете делать вот это наложение. И небольшой кусочек вот сюда я добавлю под носик, чтобы из этого сформировать мне губы. Тут дело не в горячих руках, руки у меня тоже горячие. Должна быть, девочки, температура воздуха в помещении не больше 24 градусов. 24 это уже бывает жарковато для лепки. Вот сейчас я говорю, муж мне специально устроил тут кондиционирование такое, что я тут даже примерзла, и пальцы замерзли, и ничего не течет. Вот, то есть вам нужно обязательно сделать холодно в помещении, чтобы вы могли спокойно лепить. Так, ну чуть-чуть, наверное, многовато я добавила, но я это вот сюда в подбородочек уберу лишнее. Да, сейчас более-менее нормально. Так, итак, делаем губы. Губы, они расположены у нас с вами не посередине между носом и подбородком. Вот здесь от носа до межгубного пространства, как это мне назвать, от носа вот до вот этой точки получается 1/3, и вот здесь вот 2/3. То есть вот эту вот линию, которую мы с вами будем проводить, мы будем визуально примерно ее рисовать, разделив на 3 части от носа до подбородка и взяв одну часть. Вот здесь я сначала себе просто намечу. Дальше, до смыкания губ. Спасибо за подсказки. Бывает сложно найти правильные слова. Вот вы нарисовали вот эту полосочку, и ваши губы получаются сейчас плоскими. Что сделать? Надо губы сделать, чтобы они лежали на зубах, да, и они у нас как бы по дуге расположены, получается. Чуть-чуть уголки надо придавить внутрь. Я надавлю на уголок широкой лапкой. Именно вот так широкую лапку ставьте. Именно вот так. И теперь носогубную складку. Именно вот так ставлю лапку. От ноздри, за ноздрёй носогубная складка у нас начинается. И вот так я отодвигаю лишнее. Отодвигаю лишнее с губ вот в эти углы. Вот у меня отсюда сюда, вот здесь должно быть вот такое кругленькая такая штучка, да, штучка-дрючка. Слова не найду. Дальше. Вот эти штуки, которые у вас вылезли, теперь вы поднимайте наверх в скулы и формируем челюсть. То есть лишнюю мастику мы подпихиваем наверх в косточку, вот сюда, и формируем челюсть. То есть, чтобы у вас получился объем вот в этом месте. Когда вы это сделаете, теперь более четко нажимаю в уголок сюда, нажимаю в уголок сюда, уже острым инструментом. То есть, когда вы смотрите в профиль, вы видите, да, часть своей полоски.
Соответственно, с другой стороны также, да, у нас по дуге теперь расположены губы. Они у нас объемные, это самое главное. Теперь просто чуть-чуть глубже ставлю инструмент. Вот таким образом, вот так. Я когда вот так глубже ставлю инструмент, у меня уже расходится на 2 губы. Видите? Уже разошлось на 2 губы. Поглубже нажали. И остается только широкой лапкой чуть-чуть наверх, краешек, самый край. Подтолкните чуть-чуть наверх, формируя уголочки губы. У мужчины не будет таких четких углов, небольшие. Да подожди, еще не маньяк, еще не доделала маньяк. Муж говорит, что это маньяк. Так, подожди. Дальше. Вот здесь можно немножко широкой лапкой вниз, чтобы у нас губы к уголочкам становились узкие. Аккуратно подпихиваем мастичку вниз, чтобы уголочки были, губы наши уходили туда на нет, в углы. Нижнюю губу делать еще проще. Надо поставить инструмент под нижней губой. Сейчас она немножко у меня сильно выпирает. Я ее чуть-чуть подправлю. Под нижней губой ставим широкую лапку. Сейчас посмотрю в профиль, да? Вот про что я вам говорила. Вот он, профиль. Вот он, профиль. Как ступенечка. Вот смотрите, нижняя губа сейчас выпирает. Я должна ее убрать. То есть лишнюю мастику я потихонечку утащу вниз, чтобы у меня губа нижняя не выпирала дальше верхней. Маньяк, пчела укусила в нижнюю губу. Ну, в общем, муж сопровождает веселыми комментариями. Носогубные складки сейчас мы сделаем. Они сейчас, да, пока у меня исчезли, я их нарисую сейчас еще раз. Это просто когда вы делаете объемное лицо, а сейчас мы еще раз с вами сделаем все. Так, ставим инструмент широкую лапку, надавили под подбородком и повернули на себя. Теперь, может быть, прикус неверный, но мы стараемся сделать, мы же идеала, делаем свою мечту. Теперь поставили 45 градусов в уголок. 45 градусов в уголок. У мужчины губа вот такая квадратненькая. Оставляйте даже вот эти углы. Теперь сформируем подбородок. И челюсть. Вот здесь я смотрю, у меня немного широко. Гагарин получился. Ну вот то маньяк, то Гагарин. Ты как-то определись, пожалуйста. Вот она, скуловая здесь косточка. И подбородочек. Сейчас выровняю немножко еще. Он у меня не симметричный с двух сторон. Помогаю инструментом, пальцами. И делаю такой мужественный, квадратный подбородок. Углы должны быть. Вот они, выпирающие. Вот, да? У женщины разница. Где нам вверх? Сверху. Сверху. Пожалуйста, покажите нам все сверху. Вот он, у мужчины подбородок. Вот здесь, видите? Прямая линия. Вот. Четко. Раз, углы. А у женщины более остренький. И здесь закругленный. Вот он у мужчины вот здесь квадратный. Вот здесь вот должен быть. И сюда пошла челюсть в сторону.
Сбоку смотрите, да? Вот они, челюсти. Вот сюда. Сбоку обязательно просматриваем. Не забываем об этом. Это самое главное. Так, и снова. Вот здесь за челюстью, вот здесь сбоку, да, здесь у нас сужается череп. Чуть-чуть прижмите вот здесь. И внизу прижимаем. Вот тут, чтобы у вас вот здесь не было такое же по ширине, как, собственно говоря, ну там лоб, например, да, вот здесь чуть-чуть поуже делаем. Значит, у мужчины, конечно же, очень классно смотрятся носогубные складки. Теперь просто прорисуем их еще раз. Вот так идет носогубная складочка. И сюда. Можно поставить также в уголочек инструмент. И, пожалуйста, получаются уже необходимые мимические морщины. С этой стороны то же самое. Мимические морщинки идут от за ноздрёй, вот отсюда выходят из-за ноздри, и идут не по линии губ, идут за губами. Вот здесь. Здесь на губы можно, если хочется улыбчивого товарища, надавить, и еще одна идет морщина вот тут. И уже товарищ улыбается. Если не хотите, чтобы улыбался, уголки вниз. И морщинки можно ему оставить. Мне, конечно, замерз он просто. Так, можно я на него погрею его чуть-чуть? Погреть я могу только таким вот способом сейчас. Я на него немножко подышала, чтобы он у меня не такой ледяной был, а то мне трудно на нем рисовать морщины даже. Ну, конечно, когда вы делаете фигурку на заказ, на него не стоит дышать. Просто погрейте, например, свои... Без маски. Погрейте просто свои руки, например, чашкой горячего чая, и подержите пальчик. Ну, я таки надеюсь, что эти фигурки-то съедать не будут. Ну, я знаю, что мои фигурки, которые я изготовлю, съедать не будут. Обычно их хранят на полочке. Итак, кругленький и квадратненький подбородочек готов. Можно на подбородочке сделать еще вот такую ямку, как вам нравится, девочки. И делаем глаза. Глаза я вас учила сделать одним способом. Сегодня хочу показать вам два способа. Это иногда уместно именно когда делаешь мужское лицо, потому что вот здесь такие вот места, которые у нас вот тут провисают, мы часто их ломаем и не соблюдаем, да, у мужчин особенно вот в этих местах висит вот тут вот кожа, да, такая наплывающая на глаза, и вот эта вот вещь, как бы ее тут не нужно инструментом зажимать, убирать, и иногда это бывает, случается, когда вы формируете глаза. Ну, это, конечно, я бы уже, так сказала, продвинутый уровень. Сделайте хотя бы просто человека, похожего на мужчину, и чтобы у вас все было ровно и симметрично. Бог с ним, с вот этим провисающей штукой. Как можно сделать глаза? Я покажу два варианта, на женщине покажу другой вариант, а на мужчине вот такой. Сначала мы нарисуем вот эту складку верхнего века. Складку верхнего века, ну, во-первых, у нас между глазами один глаз, то есть вот эту ширину лица мы с вами должны разделить на 5. Да? От уха до внешнего уголка глаза у нас один глаз, второй, третий, четвертый, пятый. Во всей ширине вместе с ушами у вас должно получиться 5 глаз. Вам нужно определиться. Между глазами у нас четко один глаз. Мы рисуем точки и рисуем точку, где глазик у нас, внешнюю уголочек глаза.
И вот эти точки, они у вас должны быть на одинаковом расстоянии. Отсюда сюда, отсюда сюда. Все вот эти 3 отрезка должны быть одинаковыми. Теперь мы нарисуем дугу. Это у нас будет углубление верхнего века. У меня вот есть вот такой инструмент удобный. Можно взять, как это раньше у нас называли, цыганская игла, да, например. Можно ей поработать. Любое шило взять, либо зубочистку. Потому что вот здесь вот острым инструментиком будет более удобно. И дальше я хочу вам показать новый способ. Я уж изобретаю для вас что-то вот новенькое. Может, вам так будет удобнее лепить. Ставим инструмент свой именно вот так, ниже чуть-чуть, чем то, что вы нарисовали. Сделай крупный план сейчас вот этой головы, что ты показываешь сверху. Сверху. Угу. Вот так вы ставите инструмент и чуть подтягиваете наверх. Вот у вас уже получается глаз. Теперь ставите инструмент вот так и углубляете чуть-чуть инструмент. Это получается внешняя точка. Здесь углубили уголок, поставили инструмент вот так и тоже углубили уголок. Чуть-чуть подкорректировать теперь нужно эту складочку. Вот здесь только где носик, чуть-чуть ее можно здесь приподнять. А тут она пускай также и лежит на глазу, потому что века у мужчины она вот так вот лежит на глазике, собственно говоря. И сформировать теперь нужно сам разрез глаза, да? Что это значит? Это значит, что у нас внешняя, вот эта точка, да, здесь должно быть сужение, здесь расширение и снова сужение. Поэтому вот в этом месте придавили сверху чуть-чуть, здесь приподняли шире и снова сужается. Снизу широкой лапкой здесь подпихнули туда мастику, чтобы сделать уже глаз в уголочке. Здесь повели под глазиком, чтобы небольшой мешочек выделить. И снова придавили в уголочек глаза, чтобы он стал узкий в внешний угол. Вот, собственно говоря, такой способ. Снизу вводим только широкой лапочкой. Вот здесь мастику немножко вниз, чтобы вот здесь вот был такой мешочек под глазиком и скула. И это, соответственно, нужно теперь проделать на втором глазу. И таким образом, чтобы еще и было все одинаково. То есть, еще раз показываю. Инструмент ставим вот так. Придавили, в угол надавили сильнее, приподняли веко. Теперь ставим инструмент вот так. Придавили в угол. Вот у вас глазки получается в углах. Ну, теперь единственная проблема сделать симметрично. Здесь я могу даже перевернуть голову. Приподнимаю вот в этом месте веко. Широкой лапочкой тоже вот здесь провожу. Мастика Model Past, итальянская, Lapid Model Past. Сюда придавили. Отодвигаем чуть-чуть вниз, формируя вот этот мешочек. Вниз. И в угол снова
вдавили туда внутрь. Ну, вот так вот. Чуть-чуть они у меня разные. Вот здесь надо сделать пошире. И острым инструментом в уголок. Вот так. Брови. Я очень люблю делать мужские брови. Надо над бровью надавить. Вот здесь, потому что у нас должно быть углубление во лбу. И чуть опустить эту бровь на глаз. Брови у нас вот здесь, значит, низко. Вот тут у мужчины приподнимается уголок брови. И сюда идет в стороночку. И вот вы должны в такой же форме придавить. Над бровью. Как бы выделить четче ее. И с этой стороны придавили над бровью. И височки. Можно нарисовать ему морщинки. Вот такие. А еще вот такие. На лобешнике. И все. Красавчик готов. Конечно, если я бы заморачивалась с портретной лепкой. Девочки, иногда портретная лепка даже у меня занимает. Ну вот когда как попрет. Бывает прям хорошо прет. А бывает так, что целый день возишься с этой портретной лепкой, выделывая каждый уголочек. Особенно вот такая большая голова, как сейчас у меня. Я просто обязана здесь каждый угол доработать. Я, конечно, не буду это делать в условиях прямого эфира. Если вы сделаете голову такого качества, это уже будет огромным достижением. Главное, чтобы вы сделали хотя бы вот так, да? Ковыряться дальше и доводить ее прям до стопроцентного реализма я в эфире не буду, да? Вы понимаете меня? Главное, чтобы у вас хотя бы вот такие головушки были. Уголочки прижимаем, чтобы они тоже у нас углубленные были. Уголочки глаз тоже не должны быть плоскими. Так, все. Мужскую голову оставлю в покое. Ковыряться с ней я могу вечно, находя различные косяки. Это, знаете, как торт равнять, так же и голову лепить. Ее можно лепить вечно. Потому что я вижу вот ноздря уже мне разная. И я могу поправлять и поправлять. Не знаю, про что вы в стандарт обучения. Это вы про онлайн-конференцию. В онлайн-конференции вы можете выбрать любой удобный для вас вариант. Какие удобны вам дни и так далее. Но это вы все узнавайте у них. Я лишь партнер и занимаюсь их рекламой. А все, что касается непосредственно таких вот вопросов, покупки, вебинаров и так далее, вы туда пишите. Хорошо? Итак, мужская голова готова. Давайте теперь займемся женской головой. Тут я немножко преувеличила сзади затылочек, но это легко решается срезанием. То есть все, что сзади будет, вы можете потом легко корректировать. Лишнее убирать, отрезать и так далее. Проверю еще раз правильность своих пропорций. Так, линеечкой. Так, 1,4. Так, 1,3. Подбородочек чуть сделала, получается, низковато. Ну, на 1 миллиметр. Так,
И теперь мы переходим к женскому лицу. И черепная коробка немного велика. Обязательно все проверяйте линейкой, да? Как я сейчас проверила, и сразу же исправляйте, какие ошибки были допущены. Линейку из рук не выпускаем. Даже как бы я не считаю себя великим скульптором, великим портретистом, поэтому я постоянно сижу с линейкой. Потому что вы допускаете перегрев пасты, вы работаете в жаре, она у вас течет. Она у меня не течет, потому что у меня холодно. Очень холодно. Уже так холодно, что она не хочет поддаваться разминанию. Так, сколько у меня там температура, Виталь? 26? Ну это потому что с окна мне тут дует холодным, а туда до тебя 26. Все, голову оставляю в покое. Не перегревайте эту пасту. С ней, естественно, невозможно работать, когда из нее выходит масло, мастика становится совершенно другого цвета. Она становится темнее, и тогда, естественно, сложнее сглаживать стыки. Если вдруг у вас масло вышло, оставьте мастику в покое на какой-то срок. Пусть она остынет, пусть она снова это масло возьмет и успокоится. И когда это случится, вы снова ее возьмете и снова попробуете. Так, и сейчас делаем женскую голову. Так, я тоже немножко разомну мастику, потому что она холодная. Подогрею ее немножко в своих горячих некогда руках. А сейчас возле окна они стали не горячими. Если мастика у вас как бы в нормальном холодном состоянии, да, она прекрасно сглаживает швы, и все будет замечательно. Тут главное не переминать ее так, поэтому я и говорю, не держите ее так в руках вот так, эту головушку, да, держим вот так, чтобы в пальчиках был воздух. Если еще если у вас жарко, спасает вентилятор. Сейчас мне даже вентилятор не нужен, все очень тугое. Вот. А так обычно у меня вентилятор на руке. И все. Я сейчас все разомну посильнее, то мне было трудно с мужиком. Вот видите, мне приходится сегодня даже разминать. Но уж лучше я буду ее разминать, чем работать в жаре. Итак, сейчас, я думаю, у нас дело с вами пойдет быстрее, потому что все пропорции вы уже поняли, только теперь будут более гладкие и плавные линии. Итак, я снова формирую голову, снова делаю шею. Эту шею я делаю не для того, чтобы она у меня была. Я ее делаю для удобства, для того, чтобы за нее держаться. Я сразу формирую сзади череп. Я сразу делаю форму, похожую на голову. Не лепите на куске, который на голову не похож. Да? Вы сразу должны сделать что-то похожее на голову. Обычно говорят, это форма яйца. И все равно тает. При температуре плюс 20, окно открыто, ноги замерзли. Это у вас прям не знаю, какие руки, кипяток. Голову я когда-то показывала, да, но мы делали, по-моему, одну женскую. Сейчас у нас идет разговор о разнице между женщиной и мужчиной. Мы делаем два лица, женское и мужское лицо. Итак, сразу же я формирую тоже, вот здесь у нас переход от шеи к подбородку должен быть четкий, чтобы не гладко у вас вот здесь было, а здесь должен быть у вас подбородок четкий.
Дальше, вот здесь сразу можно пальчики вот так поставили. Вот он у вас подбородочек красивый, уже узенький, уже женский. Узенький, хороший, гладкий подбородочек. Голова – это яйцо. Острое снизу, тупое сверху. Здесь не широкое. Не широкая вот здесь. Можем сразу с вами следить, смотреть сбоку и следить, где у нас челюсть, где у нас череп кругленький. Смотрим всегда сбоку. Вот это все назад сюда отправляем и формируем челюстную вот эту вот косточку. Вот. Я не художник, но как-то попытаюсь вас научить. С этой стороны тоже сбоку посмотрели. Вот сюда пошла. Вот так. Вот он череп. За скулами придавили, сделали более узкое. И вот здесь, где челюсть, тоже сделали уже лицо, чем в районе лба. Дальше начинаем с вами все то же самое делать. Измеряем линеечкой размер головы. Ага, это у меня получилось аж 5 сантиметров. 2,5 сантиметра делаем углубление. И теперь смотрите, ваши углубления не должны быть такими глубокими и такими жестокими, как у мужчины. Углубления делаем плавные. Переход на брови плавный. Переход на нос тоже плавный. Все гладим пальчиками, чтобы все было плавненькое. Не даем сделать себе большие резкие углубления на глаза. Все должно быть очень плавное. Ну, девчонки, я вот все-таки, ну, как бы самокритичный очень человек. Считаю, что я еще в процессе, еще учусь. Я не художник, я не волшебник, я только учусь. Запись будет, и вы будете смотреть все сначала. Всегда, постоянно, все это у вас останется на всю жизнь. Так, постепенно, аккуратненько, не спеша, убираю лишнее. И все, видите, гораздо плавнее, чем у мужчины. Переход на лоб очень плавный. Гладим пальчиками. Инопланетянин. Кстати, про фарфор. Если вы делать хотите завтра фигуру в стиле фарфор, мы с вами что теперь делаем? От брови до подбородка делим пополам. Это у нас кончик носа. Для тех, кто собирается сделать в стиле фарфор, вы можете даже кончик носа не делать, а просто вот так выделить и на вот этом закончить. Вот так. Можно даже вот эту нижнюю полоску не рисовать. Просто вот так пальчиками выделить. И все. И можно сделать в стиле фарфор. Потому что фарфоровых фигурок иногда нет даже вот губ, нет такой вот четкой прорисовки. Только чуть-чуть там что-то намечено и все. У клоуна губы, ну, бывает. Так, значит, женский носик. То же самое. Широкой лапочкой подпихиваем аккуратненько мастику для формирования носика. Если вдруг у вас мало мастики на лице, вы можете так же, как мы с губами, добавить сюда. Если вдруг у вас не получается дотянуть до нужной формы, можно же просто тоже взять кусочек, размять и налепить необходимый вам кусочек. То есть принцип лепки, кто-то лепит добавками, да? Особенно это касается тех, кто работает с полимерной глиной, кто-то постоянно добавляет лепешки. Тут, когда с мастикой работаешь, она
тяжело разглаживается иногда, и мы всегда стараемся избежать этого накладывания лепешек. Но если вдруг у вас не получается вот так вот подпихиваниями вытянуть нужную величину носа, можно подбавить. Так, у женщины получается должен быть плавный переход. Я что-то, как-то это мужика опять люблю. У женщины носик должен быть приподнятый. Спасибо, дорогие мои, за комплименты. Я здесь просто задумалась, и вот тут вот страшное дело, сделала большое углубление, как у мужчинки. Сейчас я сюда вот так аккуратненько подпихну, чтобы мне это дело исправить. Смотрите, как я подпихиваю широкой лапкой. И вот здесь сделаю все гладенькое, чтобы не было таких, как у мужчины, глубоких ямочек. Вот, я исправлю вот здесь сейчас вот это место. Смотрите, чтобы у вас от переносицы гладко переходило вот здесь, гладенько в щечку. Вот от этой точки гладенько в щечку переходило. Вот здесь переходик тоже был кругленький. На бровку, да? Вот он кругленький пошел переходик. И сразу девочка получается. Дальше вот эту пипочку носика нужно поднять, да? Вот смотрите, вот эта наглядная картинка. У мужчины вот здесь вот 90-95 градусов угол в профиль, а у женщины 95-110. То есть у нас вот эта вот пипочка носика задранная. Ну, конечно, не у всех. Но чтобы у вас точно получилась девочка, сделайте задранную вот пипочку. Когда вы будете заниматься портретной лепкой, там вы, конечно, обратите внимание на то, что носики все разные. И бывает и у девочек такие, которые висят, а у мальчиков задранные. Это понятно, что бывают разные расхождения. Итак, вот здесь у меня, смотрите, теперь в профиль. Плавный вот здесь переход в переносице. Плавно на лоб, плавно сюда на кончик носика. И кончик носика задран. Все потому, что тяжко лепить большую. Маленькую было бы проще гораздо, а я сейчас мучаюсь. Плохо видно вам? Ага. У всех эфир пропал или как? У нас все идет, девочки. Это значит, что у вас проблемы с интернетом, и вы тогда сможете посмотреть в записи. Я думаю, что сейчас вы все подключитесь снова. Итак, ноздри, собственно говоря, делаются точно так же. У женщины только вот это вот все более гладенькое и все более... Сейчас пипочку носика сделаю хорошенькую, ровненькую. Вот когда уже все ровненько у меня, тогда я берусь острым инструментом работать. Забираюсь в одну ноздрю, забираюсь в другую ноздрю, опускаю ноздрю, прижимаю ее вот здесь и четче провожу ее контур. Можно чуточку ее вверх приподнять, она у меня низко немножко. Вот здесь надавили и вот здесь надавили. Вот она, ваша кругленькая пипочка носика. Чтобы не были широкие сильно ноздри, да, вот я сейчас посмотрела, у меня широковатые, я прижимаю лишнее к лицу. Лишнее вот так придавливаю в лицо. Вот здесь у меня. Вот надо нажать где, чтобы носик отчертить. Вот он. И ноздря пошла ниже. Вот здесь приподниму вверх.
Вот такой носик. Тоже ноздрю здесь сделаю поменьше. Прижму лишнее, чтобы носик у моей девочки был поаккуратнее. У мальчиков можно пошире делать нос, а девочкам поменьше. Лишнее придавливаем и делаем более узенький. С двух сторон от ноздри придавливаем, делаем узенький. Плавные переходики. Я смотрю, у меня здесь все равно морщинка. Я вот это еще плавнее сделаю сейчас. Плавнее переход на лоб. Вот, разгладила, да, чтобы у меня не было вот этого вот мужского взгляда. Не знаю, как это может быть, чтобы вы смотрели повтор. У меня был просто когда-то давно вебинар, самый первый был вебинар по лицам. Может быть, вы что-то путаете, потому что сегодня и это не может быть повтором. У нас идет прямой эфир сейчас. Я делала раньше голову, это был другой вебинар, это был самый первый вебинар, и там была одна голова, насколько я помню, женская. Или я сделала там две головы, не помню уже. Это было давно. Тоже чуть-чуть сюда добавлю, потому как у меня здесь уже и затвердела мастика, и немножко не хватает. Губы делаются по тому же самому принципу, просто немножко более пухленькие. Так, 1/3. Ой, высоковато. 1/3 рисуем полосочку. Придавили в уголок. Придавили в уголок. Вот так поставили инструмент. Носогубная складка. Носогубная складка. Вот эта часть погладили вот так ее, чтобы она у вас была ровненькая. Вот из угла в угол по дуге. Вот как должно быть. Вот эти места приподнимаем наверх, формируем щечку. Поднимаем наверх, формируем щечку. Придаем лицу объем, прижимаем вот в этих местах и формируем челюсть. Вот она, косточка. Подняли ее выше, вот она под глазиком. Так. И теперь еще раз объем придали и еще раз по тем же линиям. В уголок и между губ инструмент поставили вот так и придавили поглубже. Широкой лапкой приподнимаем наверх, формируем уголочки верхней губы. Широкой или можно вот так узкой, вот так подпихивать. Вот так можно подпихивать. Это кому уж как удобно. В данный момент у меня губы большие, мне удобно широкой. Вот красивые уголочки мы сформировали под носиком. Два угла. Можно вот здесь нарисовать углубление. У нас
тоже на мужчине. Я забыла это нарисовать. Надо нарисовать. Вот у женщины уголочки могут быть более остренькими. Вниз опускаю вот здесь мастику, чтобы в углы губы стали тоньше. Нижняя губа. Смотрите, снова я чуть преувеличила, да? Я не люблю делать надбавки, но когда голова большая, надбавки приходится делать. Если бы она у меня была 3 сантиметра, она бы у меня без надбавок обошлась. Нажимаю инструментом под губой, поворачиваю инструмент на себя. 45 градусов в угол, 45 градусов в угол. Только теперь эта губа кругленькая. У мужчины... Ой, женщина, стой. У меня чуть мужик меньше получился, чем женщина. У мужчины, смотрите, вот здесь у нас квадратик. Какой камерой это видно? Мне надо, чтобы они были видны вот так. Давай сверху. Вот у мужчины получается у нас здесь квадратная губа. Есть углы у губы. Да? Углы есть. Ну не квадратное, слово квадратное тут не уместно. Есть углы такие у губы. А у женщины она кругленькая. Здесь у женщины тоже остренькие, такие хорошие углубления вот здесь. У мужчины очень плавное здесь будет углубление, а у женщины такие красивые уголочки. Да сильно больше, да, потому что кусок больше был. Ничего страшного. Это даже лучше видно. И теперь тоже придавили вот здесь вот челюсть. Тут у нас зубы. Соответственно, здесь в этом месте уже. И сформировали красивый подбородочек. Остренький. Не как у мужчины квадратненький, а он у нее как бы заужается резче и круглый. Вот такая женщина. Опять у меня шея отламывается, потому что она большая. Голова с маленькой было бы совершенно иначе. Вот разница в подбородках, да? Вот он у мужчины подбородочек тоже с углами, как и губа, имеет углы. А у женщины вот он как бы острый, да, вот так, но гладкий. Мы лепили головы на всех эфирах. Понимаете, на всех платных эфирах мы делали головы. Вот. И сейчас я хочу, чтобы мы времени не теряли на эфирах с головами, чтобы вы уже приходили с готовыми головушками. Мне кажется, это хорошая идея. Да? Мне кажется, так мы сэкономим время. Эфир сейчас очень подробный. Я думаю, что этой информации достаточно для того, чтобы голову изготовить. А тот, кто покупает вебинар, тот еще со мной связывается, и мы с вами корректируем вашу работу. Так, и теперь делаем глаза. Глаза у нас то же самое. Ставим точечки внутреннего уголка глаза. И ставим точки внешнего уголка глаза на таком же расстоянии. Для девочки можно точку внешнего уголка поставить чуть выше. Ну, чтобы она у нас с таким разрезом глаз была такая раскосая, да? И второй способ, которым можно, собственно говоря, изготовить глаза. Мы должны с вами нарисовать легкими движениями из одного глаза в другой. Ой, из одного угла в другой. Рисуем дугу. И снизу. Человеческие глаза на самом деле очень маленькие. Вот. Я сейчас большие рисую, чтобы вам было как бы удобно и видно хорошо. На самом деле у человека глазки очень крошечные. Когда вы будете вот в этой программе Layout все это вставлять и смотреть, вы поймете, что глаза вы делаете всегда очень крупные.
Итак, я сначала себе вот наметила, где у меня будут глазки. Легкими движениями, девочки, не сильными. Легкими движениями. Глубоко не ковыряйте, не делайте большие рвы, большие ямы, углубления. Легкими движениями вы просто наметили себе. И вот как сейчас я корректирую, потому как у меня один глаз получился больше другого, также и вы немножко меняете, да, эти линии, чтобы это было легкими линиями. Дальше. Ставим инструмент вот таким образом, то же самое, как у мужчины. Прижимаем уголок в глубину. Старайтесь при этом не повредить глаз, вам на нем рисовать. Весь глазик немножко углубляем, весь, но угол углубляем сильнее. И здесь то же самое. Поставили инструмент вот так, весь глазик углубляем, а уголок углубляем сильнее. При этом можно делать разглаживающие движения, чтобы ваш глаз был ровный, чтобы на нем было потом удобно рисовать. Делайте сразу оба глаза. Так будет легче следить за симметрией. То есть вы сразу следите за тем, чтобы ваши движения были одинаковы там и там, чтобы ваши глаза получались сразу же симметричными. Дальше. Можно вот этим инструментом, если ваша работа маленькая, можно вот таким инструментом. Я провожу верхнее веко. Прижимаю в угол, а затем просто веду таким образом, чтобы у меня на глазик формировалось и верхнее веко, и я формирую изгиб красивый. Вот здесь можно вот так раз хвостик поднять, например. Красивый изгиб глазику такой придать, разрез глаза красивый сделать. Снизу широкой лапкой подпихиваю вверх, как бы закрывая глаз. Придавила в углу, прошлась по краю и опять придавила в углу. Я сделала его меньше по размеру. И сформировала нижнее веко. Мастика не должна стоять далеко от глаза. Она должна, веко должно к глазу быть вплотную. Понятно, да, о чем я? Просто я знаю, что бывают такие ошибки, что между глазом и вот этим веком бывает очень большой промежуток у вас. И здесь можно также ниже провести, сформировать мешочек и в косточку лишнее отправить вот сюда. Тоже, видите, уже у меня сохнет мастика на ходу, это заметно, она становится крупинками. Можно в эти моменты, если вы долго завозились и у вас мастика тоже пошла крупинками, ее спиртиком протирать, и эти крупинки все уйдут. Отсвечивает. Мелкая, да куда ж уж крупнее, 5 сантиметров голова. Так, и тут то же самое. Надо вот той камерой, наверное, снимать. Виталик отсвечивает. Верхняя, наверное, отсвечивает. Нормально все? То же самое с этим веком. Провела сверху. Подкорректировала. И снизу подпихиваю наверх, формирую нижнее веко. Я тебе говорю, верхняя, наверное, бликует камера. Вот они, на эту камеру перешел, и сразу же девочкам хорошо видно. На большом экране он говорит, смотрите. Говорит, не на телефоне смотрите, смотрите на большом экране. Выводите на телевизор.
телефоне нечего, говорит, смотреть. Все хорошо. Ну, отлично. Вот так получается у нас с вами девушка. Здесь мы не нажимаем на лоб. Вот у нас он должен быть плавный такой. Ноутбук подойдет, смотря какого размера, да? Ноутбук, наверное, хорошо должно быть видно. Вот. Глазки готовы. Естественно, можно возиться бесконечно с выведением их, как это сказать, доведением их до точности. Ну, я остановлюсь на вот таком варианте, потому что я это могу делать бесконечно. Вот сейчас подправлю здесь переносицу. Вот так вот. Так, 2 часа уже подходит, наверное. Я за 20 минут должна окрасить. Сейчас будем быстренько красить. Так, чтобы нам глазки теперь окрасить. Так, сейчас я срежу, чтобы поставить ее удобно. Так. Да, головы сильно отличаются. Но ничего, по размеру, да? И там еще, да, 2 красавца. Значит так, теперь мы с вами быстренько это дело окрашиваем. Мужик нахмуренный, ну он недоволен, потому что время эфира уже как 2 часа, обещала вообще побыстрее. Так, чтобы нам с вами начать окрашивать, все это мы спиртиком смазываем. Когда вы смазываете спиртиком, у вас все ваши какие-то недочеты, все какие-то крупиночки, у меня кисть, похоже, не очень чистая, ну ладно. Все крупиночки исчезают. Подкорректировать я могу корректировать даже во время окрашивания свою работу. Так, и дальше мы с вами, в принципе, глаза окрашиваются аналогично, да? Буду показывать глаза на одном экземпляре, например, на женщине. Значит, можно использовать и нужно использовать бородку. Как сделать? Бородку, девочки, нужно делать накладками. Сверху накладывать. Можем, в принципе, попробовать. Да ладно, я покажу быстро. Бородку можно делать даже из мастики такого же цвета. Вы, в принципе, можете ее сразу в коричневый цвет окрасить. И это делается накладочками. Разминается мастика, кладется на лицо и делается просто банальная прорисовка, как мы с вами всегда рисовали. Вот так. Но у меня лицо просто надо сразу делать, потому что оно сухое очень. Вот так вот рисуется бороденка и потом тонируется. Вот так. Понятно, да? Угу. И там усы, все то же самое.
Итак, рисуем глазки. Вы можете что рисовать, если вы рисуете пищевыми красителями, то разводите сухой диоксид титана с водичкой. У вас получается такая пастообразная консистенция. И вот этой вот пастой вы покрываете глазки. Я предлагаю брать медовую гуашь белого цвета. С ней будет работать проще, и мастика будет окрашиваться проще. Медовая детская гуашь не токсичная. И в таких размерах, как мы с вами будем использовать, она не нанесет вреда. И эта гуашь гораздо лучше сюда ложится в глазки. Белые глазки рисую белок. Стараюсь так, чтобы не попасть на веко. Кладу белый цвет хорошо укрывисто, чтобы у меня не проглядывал телесный. Чтобы поверхность глазика была ровненькая, то есть я могу сверху капельки такие капать. Если где-то у меня дырочка какая-то, капаю туда в то место красочкой, чтобы поверхность глаза стала ровная, для рисования удобная. Смотрите, когда я нанесла белок, я вот сейчас сразу вижу, что у меня один глаз шире, чем другой. Я в этот момент могу взять инструмент и чуть-чуть прикрыть широкий глаз аккуратненько и постараться сделать их более одинаковыми и симметричными. То есть в процессе окрашивания я также пользуюсь инструментом и какие-то еще моменты довожу до ума. И нос тут зацепила, нос что-то тоже мне тут переход не понравился. Я очень рада, что вам нравятся мои вебинары. Да, и Виталику спасибо за терпение. Дальше мы берем с вами коричневый. Разбавляем его с белым, чтобы получился светло-коричневый тон. И вот этим светло-коричневым мы с вами рисуем по краю века полосочку. Сверху и снизу. Снизу она должна быть у вас совсем бледная, и можно не доводить ее до самого угла. Можно ее немножечко, чтобы она не была у вас резкая, кисточку вымыли о салфеточку. Влагу убрали. И немножко даже можно растушевывать вот эту линию, чтобы она не была сильно резкая. Это я говорю и для мужчины, и для женщины. Мужчину вы будете окрашивать точно так же, потому что он у нас без макияжа. Женщине мы потом добавим макияж. Дальше светло-коричневым мы с вами рисуем тень в углублении верхнего века. И на обоих глазках одинаково. Давайте тоже, наверное, время тратить на два глаза не буду. Нарисую один, да? То же самое, линию, которую вы провели, она не должна быть у вас резкой, она должна быть растушеванной. Вымыли кисточку, вытерли о салфеточку и растушевали эту линию, чтобы она у вас не была такой прямо темной, резкой, чтобы переход был к ней очень плавный.
А вот у мужчины вот этим светло-коричневым мы тонируем не только углубление верхнего века, мы тонируем буквально все лицо. Каким образом? Тень у мужчины под... сейчас побольше коричневого. Под веком. Вот здесь у нас темнее будет у мужчины. Вот здесь нос. С этой стороны тоже, да, тень. Я сейчас потемнее рисую, чтобы вам было понятно, да, потом я растушую эти моменты. В носу тень. Можно вот по краю носа пройти. В углублениях морщин. И вот здесь, да, теневые моменты. Если у женщины мы накладываем макияж и накладываем румяна, то у мужчины мы должны коричневыми тонами, коричнево-красными, коричнево-красно-желтыми. В палитре мы всегда намешиваем тон, который бы необходим для этого. Вот здесь должны быть теневые участки у вас, да, под губой, в уголочках губ, между губ. Это все должно быть тень. Здесь у нас должен быть коричневый цвет. Ну или, по крайней мере, темный. Можно смешать, немножко подмешать к этому коричневому каплю. Даже, можно даже каплю синего подмешать, да, чтобы теневые моменты. Но лучше не синего. Можно капельку черного, капельку фиолетового. Ну, чтобы у вас эти теневые моменты были темнее. Вот сюда в глаза. И потом я сейчас растушую вот это, вытираю кисточку. И вот эти все моменты делаю, чтобы они у меня плавными были. Чтобы переходики были не такие резкие, как я вам показала, где тени находятся. Я рукой все время закрываю, да? А здесь, чтобы переходы были плавные. Когда вы нанесете вот эти теневые участки, сразу лицо становится более объемное. Вы можете, кстати, для растушевки использовать спирт. Со спиртом будет красочка лучше ложиться, лучше впитываться в лицо, впечатываться. Лишнюю красочку убираете. Каким образом? Кисточку промокнули, чистую кисточку, вытерли о салфетку и лишнюю краску с лица удаляете. То есть вы должны окрашивать лицо как художник, понимаете? Как живописец. Следить за тем, где у нас тень, светотень. Виталь. Ну, я и так тороплюсь. Не торопи меня, пожалуйста. Вот так вот, да, можно чуть еще лишнего вот так убрать. Видите, лицо становится объемнее, появляются естественные тени. Уже даже кот напоминает о том, что положенный лимит. Кем положенный лимит? Потерпи чуть-чуть, сейчас мы окрасим лицо и все. Да, мой фильм долгий. Пищевой гелевый краситель. Коричневый можно использовать и гуашь, девочки. Можно, но сухой будет немножко, наверное, мешать комочки, если не растворяться. Я работаю гелевым. Ну, вот в данный момент я брала только коричневый, чуть-чуть добавляла синего, ну, буквально крупинку, да. И вот, смотрите, мой товарищ, такой вот он уже объемный получился, уже
больше похож на мужчину, да, вот эти теневые моменты. В жесткие, да, рамки меня ставит муж. Он говорит просто, что вам тяжело смотреть больше, чем 2 часа. Он в этом уверен. А я не могу себя ставить в жесткие рамки. Вот так вот должен быть у нас мужчинка оттенен. У женщины вот эти все тени, в принципе, если вы делаете какого-то реалистичного человека, тоже нужно все эти тени рисовать. Но если вы делаете куколку, если вам нужно просто там изящную Мэри Поппинс сделать, вот эти все теневые моменты, это уже, скажем так, уровнем выше, да, нужны ли они вам. Это все оценивайте по обстоятельствам. Височки тоже темнее, да, в морщинки немножко потемнее заведем. Я в спиртик тоже макаю, чтобы у меня лучше красочка прошла в морщинки. Ну и здесь, конечно, не перестарайтесь, чтобы он не получился чумазый. Лишнее мы аккуратненько кисточкой смываем, убираем. Вот так, да? Понятно. Не тяжело смотреть? Хорошо. С толстушкой на велосипеде 12 часов. Я тоже долго, бывает, сижу. Да, я сегодня действительно хочу вам максимально все рассказать, чтобы вы приходили с готовыми головами, чтобы мы с вами не тратили времени. Да? И да, дарю такой вебинар для всех. Так, чуть-чуть можно тоже женщине моей, вот я немножко добавлю ей теней, чуть-чуть. Не буду делать второй глаз, да? Один делаю. Потому что это долгая, опять же, история. Почему я и хочу избежать это в дальнейших эфирах, потому что окрашивание занимает очень-очень много времени. Женщине тоже в носике добавляю теней. В носике. Тоже можно вокруг носика чуточку. Ну, таким слабеньким, не таким, как мужчину, чумазить. Вот так. Дальше брови. Брови не рисуйте никогда. Сейчас покажу как. Где-нибудь на голове мужика. Не рисуйте никогда брови вот так. Я вас умоляю, просто. Это вот частая песня, вот брови. Где камера? Брови нарисованы вот так. И, собственно говоря, также бывает, вы и улыбку тянете, как у смайлика. Где губы, там у нас ровная полоса. Если, не ровная, там, конечно, есть определенный изгиб губ, да, но, по крайней мере, вот эти углы у губ не поднимаются наверх. А бровь никогда не имеет вот такую форму. Так могут нарисовать только в цирке. Одного глаза хватит. Отлично, молодцы, спасибо. Значит, светло-коричневым цветом нарисуем сначала форму нашей брови светло-коричневым. Неудобно, Виталик, рисовать левый глаз. Это знает каждый лепщик. Правый получается лучше. А я понимаю, но я не могу, потому что правый рисовать легче. Итак, бровь. У женщины тоже, как и у мужчины. Сейчас я больше чуть-чуть коричневого возьму. Бровь имеет форму. Кто бровями занимается, тот вообще и тому хорошо. Для меня всегда брови это тяжело, тем более, когда две брови. Широко в основании, потом поднимается в уголочек, поднимается в верхний уголок и становится узким к краю, вот сюда. Поэтому очень часто я рисую широкую бровь,
а затем либо кисточкой корректирую, либо корректирую специально вот таким вот спонжиком. Это называется стоматологический аппликатор, либо это называется у девочек по маникюру, как там, я уже забыла. Вот так вот корректируем бровь. Делаем остренький краешек. И можете делать ее тоньше, например, да, на краю. То есть форма брови имеет всегда широкое основание, верхняя точка и тонкий уголочек. Бровь желательно нарисуйте сначала светлым красителем. Я сейчас сделаю посветлее ее, чтобы потом на ней можно было нарисовать ворсинки. И она еще будет более похожая на живую. Сделали ее светлой, а потом берете темную красочку и рисуете ворсиночки. По ходу, по росту, как брови устроены, да, вот так рисуем под углом, тонкой кистью маленькие ворсиночки. Я вот здесь снизу сделала немножко подкорректировать, да? Ну вот, примерно вот так вот. Дальше рисуем. Ну, естественно, что можно нанести какой-то макияж, можно нанести различные кондурины, можно нанести просто даже тем же коричневым, затонировать уголочек, вот здесь, нанести ей макияж. Можно сделать более темный контур, нарисовать стрелку верхнюю. Я сейчас темно-коричневым даже рисую, а не черным, да? Можно черным нарисовать в зависимости от того, что за женщина у вас и какой у нее должен быть макияж. Ну, я думаю, это уже понятно, да? С макияжем, я думаю, вы все справитесь. В уголочке тени, тут потемнее, вот тут сделаю, например. Дальше. Чтобы нарисовать глаза, вам нужно взять естественный тон. Если это синий цвет, то добавьте к нему черный. Если это зеленые глаза, зеленых тоже таких вот зелено-зеленых не бывает. Они либо в сторону голубых уходят, то есть вы добавляете тогда синий, либо они у вас уходят в сторону болотную, да, в болотный цвет, тогда вы добавляете коричневый. Вам важно найти правильный оттенок, чтобы ваша куколка была похожа на живого человека. Нужно найти правильный оттенок для цвета глаза. Я беру сначала светлый тон. Наши глаза в покое, радужная оболочка закрыта чуть-чуть верхним веком. И мы должны нарисовать с вами такой шарик, который снизу чуть-чуть касается нижнего века и скрывается за верхним веком. То есть верхнее веко закрывает глаз. Рисуем сначала светлым красителем. Светлым красителем заполняем радужную оболочку. Можно тоже идти двумя способами. Если вы сделали глаз
слишком темный, тогда вы берете белый краситель и кладете его в центр, тогда ваша радужка будет по краю темнее, а в центре светлее. Если вы сначала нарисовали светлым, тогда обводите темным красителем контур. Чтобы радужная оболочка была значительно светлее, ой, вам в Греции здравствуйте, чтобы оболочка была значительно светлее внутри, добавьте белый блик. Белый блик можно не гуашью, а пищевым красителем даже, вот, да, диоксидом титана. Вот сюда, в центр, снизу добавляю белую краску. Она немножко соединится с голубым красителем, и глаз станет намного светлее. И радужную оболочку я делаю таким образом тоньше, да, аккуратненько закрашивая. И у меня радужная оболочка становится тоненькая. А вот здесь необходимый свет. Надо сделать большую разницу между светом и тенью, чтобы глазки у вас стали объемные, глубокие. А вот сверху радужная оболочка темная, потому что падает тень от верхнего века на радужку. Вот здесь полосочка тени. Светочка, и вам до завтра. И осталось только в центр. Вот у нас глазик вот так выглядит, да? Понятно. Радужная оболочка должна быть у вас по контуру темнее, в центре светлее. Верхняя часть радужной оболочки в тени, то есть сверху радужная оболочка тоже темная. И осталось только добавить зрачок. Зрачок рисуем черным красителем, всегда четко в центре глаза. У моей-то девушки тут не очень-то большого размера, да, радужная оболочка и зрачок. А уж на вашей 3-сантиметровой голове будет еще меньше этот зрачок. И это будет буквально несколько точек. Но постарайтесь задержать дыхание и поставить эти точки четко в центр. И так, чтобы они были не кляксой, а были кружочком. Иногда для этого стоит взять лупу. И вот глаз уже становится объемным. Видео сохранится, все можно будет посмотреть, не волнуйтесь. Глаз остается у нас, глаз у нас получается объемным за счет того, что у нас правильно нанесены тени. И осталось сделать блик. Проще блик нанести гуашью, потому что гуашь не соединится с красителем синим, а диоксид титана растворится в темном красителе и исчезнет, станет такого же цвета, как и глаз. Поэтому, когда вы рисуете, вы либо оставляете белое местечко и не закрашиваете, либо, как я, берете гуашь медовую и ставим блик. Блик в основном у нас бывает выше серединочки и чуть-чуть попадает на сам зрачок. И все, глаз становится уже объемным. Как лучше видно будет. Ну,
после высыхания в такой большой глаз, как моя 50-сантиметровая девушка, сюда можно положить декор-гель. Но в малюсенькие глазки, ну вот у меня, например, вот 3 сантиметра голова, вот это 3,5, в принципе, у этой девушки глазки крупные, я тоже думаю сюда декор-гель аккуратненько положить. Будет хорошо смотреться, да? Вот смотрите, маленькая головушка, как она должна быть у вас окрашена. Бледнее немножко бровки, но это я по девочке делала портретную лепку, поэтому у нее там побледнее немножко бровки. Вот. Дальше тут остается на этом лице нанести румяна, да, то есть мы берем краситель красненький, коричнево-красненький, всегда в палитре находим нужный тон. Можно вот так нанести и пальчиком растереть по лицу. Если есть лишнее что-то, вы это убираете влажной кистью. Кисть помыли, кисть салфеточку посушили и лишнее вытираем, как и при рисовании. Губы как мы с вами окрашиваем? То же самое, всегда в палитре находим нужный оттенок. Я беру вот этот оттенок Scarlet, он очень подходит классно для губ. Мужчине сложнее найти оттенок губ, вам нужно смешивать красный, коричневый, взять еще медный. Сейчас мужчине мы окрасим, потому что они отличаются. У мужчины губы не должны выглядеть как накрашенные. И вам нужно поковыряться в палитре и найти цвет, близкий к цвету губ. Ну вот так вот, например, вот тон для губ. То есть мужчина не должен у вас выглядеть, как будто губы у него накрашенные. Вам нужно искать в палитре нужные оттенки. У мужчины не нужно делать границы губ очень четкими. Немножко это все растушевывайте с самим телом. Декор-гель нанести на глаз, да, тогда они будут еще выпуклые и как живые. Но это если глаз здоровый, девочки, если он маленький, это проблематично будет. В центр нижней губы наносим блик, то есть нижняя губа у вас должна быть светлее, а верхняя темнее. В уголках губ у вас должна быть тень, соответственно, туда мы кладем красно-коричневый тон. В уголочке губ кладем красно-коричневый. И между губ тоже проводим таким красно-коричневым. И вот мужчина с естественным тоном на губах должен быть. Убираю такие четкие границы, да, немножко вот растираю границы у мужчины, чтобы не было четкой линии. Ну вот так примерно, вы поняли меня, да? А у женщины все то же самое, только можно делать тонами более яркими. Ей можно быть с накрашенными красивыми губами. Естественно, не перебарщивайте. И когда у вас вот обычный красный краситель, обычный красный это очень жестко, девочки. Красными мы губы не делаем. То есть в красный добавляйте медный, например, да, смешиваем, либо коричневенького чуть-чуть добавьте, но чтобы оттенок у вас был такой, ну, приятный, да, не ядрено-красные губы и не розовые. Вот этот Scarlet оттенок прям купите все, мне очень нравится, фирмы
Sugar Flower, оттенок Scarlet. Очень подходит для приятного такого цвета губ. Губы, когда рисуем, дотягиваем до самых уголочков. В самые углы проходим. Верхняя губа всегда темнее. Я возьму чуть больше яркого красителя на верхнюю губу. Положу. И можно, девочки, контур нижней губы тоже сделать таким вот ярким. Ну, если у девочки губки накрашены. Если не накрашены, так же, как мужчине, делаем плавненько. И тоже между губ у нас красно-коричневый, там тень. В уголках тоже красно-коричневый. И пищевым красителем кладем блик на нижней губе. Здесь пищевым красителем уместнее, потому что пищевой соединяется с краской. И как раз получается то, что нужно. Плавный такой вот переход на светлое. Получаются объемные губы. Если вы соблюдаете все принципы живописи, да, самое главное это светотень. Обязательно мы должны с вами, когда рисуем, думать о светотени. Где там у нас камера? Вот так. Вот они, губы, становятся реалистичными, живыми, когда у нас есть верхняя губа темная, нижняя светлая, блик в центре нижней губы, в уголочках тень, между губ тень. Вот. Глаза то же самое. И тогда у вас получаются вот такие красивые головушки. Вот. Ой, дорогие мои, надеюсь, я смогла передать вам все, что есть в моей голове. Никогда не останавливайтесь, продолжайте учиться. Я продолжаю учиться постоянно. Я все равно, и зная уже об светотени, обо всех вот этих задачах и принципах, я все равно бесконечно смотрю, читаю, слушаю скульпторов, художников. И всегда что-то приходится менять, и всегда что-то новенькое находишь. Поэтому, друзья мои, я думаю, что все вот эти бумаги, все вот эти картинки, все это не просто бумажечка, да, и картиночка, которую я вам сбросила, а вот это все поможет вам избежать конкретных ошибок, которые вы делаете при лепке головы, и вы наконец-то начнете лепить головы, которые будут отличаться. Мужчина будет отличаться от женщины. И я надеюсь, что ваши лица теперь станут более четкими, более точными. Старайтесь повторять именно то, что я вам показала. Повторять все за мной, каждое движение. Правильно ставить инструмент, как я показываю. И старайтесь думать, когда вы работаете рукой. Ваша мысль должна быть впереди вашего движения. То есть каждое ваше движение должно быть обдуманным. Вы должны уметь анализировать свои ошибки. Вы должны отстраниться от работы и посмотреть и понять, что вы делаете не так и как это исправить. То есть постоянный анализ, постоянное мышление должно быть, когда вы работаете над лепкой. Ну и, конечно, я желаю вам удачи, успеха, и я надеюсь, что мы с вами встретимся завтра на вебинаре «Молодожены».
Я жду вас с готовыми головами. Мне главное, мужская голова 3,5 сантиметра. Завтра в 16 часов начнем лепить жениха. Я очень рада, что вы узнали очень много нового. И жду ваши работы, ваши головы. Самому аккуратному, еще раз я вам напоминаю, что самая красивая, самая аккуратная и точная мужская голова выигрывает и побеждает, получает приз. Либо это будет вебинар «Молодожены», или если кто-то уже его приобрел, то любой другой вебинар на выбор. Жду ваши работы и буду консультировать по работам и говорить, что не так, только тем, кто приобретает вебинары по людям. Так что уж извините, всех консультировать не смогу. Все, спасибо вам, дорогие мои, что были сегодня со мной в этом эфире. Я обязательно организую для вас еще бесплатные уроки, но для этого мне нужно немножко подготовиться. И я думаю, мы в мае с вами обязательно встретимся еще на бесплатных вебинарах. Впереди же нас ждут платные эльф, Мэри Поппинс, молодожены и фигурка «Моя принцесса», она тоже свадебная. Все, спасибо вам, дорогие мои, до встречи завтра. Пока!